Где Гудмен? Прыгнул в море, когда я ему рассказал сценарий. Больше я его не видел. Братья мои, викинги, настал наш час стать греками. Не посрамите нашего конунга ради Оскара. А я колумбиец. Привет, зритель! Каждый может оценивать художественное произведение, как он считает нужным, но это не значит, что его мнение — это абсолютная истина. А когда автор высказывания старается выстроить линию защиты и роет окопы с оценкой объективно, это уже манипуляция. Давайте разберем оправдательный манифест с канала «Что за персонаж?», который я посмотрел из алгоритмов YouTube и с которым я не согласен. Не потому, что его мнение отлично от моего, а потому, что он навязывает свой субъективный взгляд в форме псевдоанализа без конкретики, без анализа сцен, без анализа актерской игры, и весь свой пафосный монолог он маскирует под элитарный вкус и интеллектуальность с общими умными фразами, но которые ничего не объясняют. Важная деталь. Я не хочу быть правым или неправым. Я не согласен с его слепой оправдательной оптикой, с обесцениванием иного взгляда. Мир многополярен, и нужно это понимать. А какой бы был потрясающий фильм с таким бюджетом, если бы Нолан не заигрался со своей деконструкцией, а подошел бы к работе более осторожно и внимательно. Хороша или плоха Одиссея Кристофера Нолана – вопрос дискуссионный. С кем ты там собрался дискутировать? Ты не проводишь опросы, не интересуешься другим мнением. Про какую такую дискуссию ты заявляешь? Про дискуссию с самим собой? Аргументы будут только твои. Ты дискутируешь с воображаемым оппонентом. Это как играть в шахматы с самим собой, где ты будешь всегда побеждать. Ты делаешь ход, потом отвечаешь сам себе, потом удивляешься своей гениальности и в конце объявляешь себя победителем, да? Так и получается. Ни один его фильм прежде не вызывал такого общественного резонанса еще до того, как зрители получили возможность его посмотреть. Противники фильма объявили актерский состав недоразумением и заранее приготовились наблюдать сокрушительный провал. Поклонники дождались кассовых сборов и принялись размахивать ими как окончательным доказательством победы. Критики тут же объяснили сборы рекламным шумом и любопытством публики к ошибкам режиссера. Поклонники говорили о невероятном кинотеатральном опыте и впечатляющем масштабе постановки. Критики об исторических несоответствиях и надругательством над Гомером. Следите внимательно за руками. Автор с самого начала заявляет: фильм вызвал резонанс, а значит он важен, а критики просто шумят. Это манипуляция. Он навязывает главную оправдательную идею, в которой любая критика выглядит как шум, а не как анализ или иной взгляд. Во время премьеры были только положительные рецензии критиков. Про историческое несоответствие говорили только блогеры или обычные зрители, а не критики. И весь кинобомонд хвалил «Одиссею». А твои домысливания и фантазии — это твой любимый прием. И в чем на самом деле кроется истинная причина столь яростного недовольства фильмом? О да, ты, конечно, нам объяснишь, в чем причина недовольства. Важно подчеркнуть, его интересует только недовольство. Он не собирается понять или разобраться. Его интересует только защита от критики, которую он заранее объявил шумом. Он выстраивает линию защиты и накидывает массу риторического словесного пуха для объема. Вы обратили внимание, что у Человека-паука «Новый день», который шел в прокате одновременно с «Одиссеей», пересекается сразу несколько заметных актеров. Прежде всего, это Том Холланд, который в одном фильме играет Питера Паркера, а в другом — Телемаха. Плюс в обоих фильмах появляются Зендея и Джон Бернтал. Так что тут невольно возникает ощущение, что Кристофер Нолан словно подшучивает над Голливудом. Ну да, мы обратили внимание на всех этих актеров. И что, капитан Очевидность? Что это должно объяснить? Я вам отвечу: ничего. Кроме твоих важных фантазий, конечно. Это пустая болтовня, которая к анализу не имеет никакого отношения. Видите ли, у него от этого факта особое ощущение. Какое отношение к аргументации имеют твои ощущения? Твой язык как помело. Прорицатель.
Далее он перечисляет вообще всех главных и второстепенных актеров и мешает их в кучу с Лупитой Нионго, Зендаей и Трэвисом Скоттом. Тем самым он придает негативную окраску вообще всему актерскому составу, всему кастингу, а не конкретным актерам. Это еще одна манипуляция. Он делает виноватыми любого зрителя только потому, что зритель не принял Зендею или Лупиту. Тебе не нравится Зендея, значит, тебе не нравятся все актеры. Другими словами, он говорит: как ты вообще посмел иметь собственное мнение, холоп? И вот уже эту новость комментирует не кто-нибудь, а сам Илон Маск. Насколько мнение технопредпринимателя Илона Маска важно в вопросе об экранизации Гомера, видимо, примерно настолько же, насколько мнение режиссера Кристофера Нолана важно в вопросе колонизации Марса. Теперь и Илон Маск у него виновен. Только за то, что выразил свое мнение. Знаешь, у любого человека может быть мнение по колонизации Марса. И нам не нужно быть Илонами Масками или Ноланами. Или иметь высокий статус, чтобы прочесть Гомера. 5 минут ролика, а я уже устал от его лицемерного высокомерия. Этот человек защищает не кино, а свою картину мира. Он боится быть неправым и не готов к честности. Когда же фильм наконец вышел, то выяснилось, что Пейдж никакой не Ахиллес. Он играет Синона, эпизодического персонажа, и, как ни странно, по своему телосложению и типажу довольно органично вписывается в фильм. Какое телосложение, какой типаж, что ты несешь? На этом анорексичном гноме даже резиновые доспехи выглядят громоздкими. Ее специально снимают крупными планами в диалогах, чтобы она не казалась нолановским хоббитом. В чем ты тут увидел органику? Фильмов для взрослых насмотрелся, что ли? Органически ощущающий ты наш. Синон — это эпизодическая роль, которая ни на что не влияет, которую можно заменить даже просто голосом из «Аида». Утвердили ее на роль, потому что режиссер знает ее личную драму. Это его добрый жест воли, чтобы помочь. Хотя Ахиллес — персонаж намного важнее, чем прилепленный Синон. Этот господин вешает всем теплую лапшу. Я уже от него устал. Где взять сил выслушать всю эту чепуху и доделать ролик? С Лупитой Нионго история примерно такая же. Но сыграла она вполне достойно. Лупита Нионго достойно сыграла белокурую Елену. Ага. А если бы лысый пенсионер сыграл Гарри Поттера, он что, сказал бы: он хорошо передает дух магической школы, да? Так что ли? Или если бы Тарзана сыграл пьяный бомж, он бы сказал: он грязный и вонючий, значит, хорошо передает дикость. Я надеюсь, вы все поняли его логику. Если нет, я повторю, он выдает несоответствие за органичность, а подмену за аргумент. Да смотри и подпишись на Германа, моего братана. Короткое объявление. Друзья, спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы уже в моем топе. Если вам заходит стиль, если вы кайфуете и вам интересно, поддержите меня на бусте. Для покупки генерации по $2 за рендер каждый рубль и цент пойдет в дело. Ну а если пока не готовы, просто досмотрите до конца, это уже мощная поддержка. Погнали дальше. Let's rock this. При этом я, например, нашел изображение Елены Троянской на чернофигурной аттической амфоре, датируемой примерно 550 годом до нашей эры. Да, это на несколько столетий позже предполагаемого времени Троянской войны, но все же показывает, как Елену представляли художники античности. Насколько красиво на ней выглядит Елена, можете посудить сами. И если посмотреть на это изображение, а потом на Лупиту, то, как по мне, сравнение точно в пользу Лупиты. А вот это явно какой-то мискас. Ну, что сказать. Этот душевный товарищ перешел все границы здравого смысла. Он на полном серьезе сравнивает архаичные картинки с удлиненными пропорциями, в которых и мужские, и женские лица имеют одинаковый силуэт с вытянутым носом, и сравнивает это с Лупитой Нионго. Вы стали свидетелем придуманного им доказательства, которое можно назвать чернофигурный паспорт Елены. Давно я не слышал такую чушь. Изображение женщины на амфоре — это просто архаичный рисунок, это не портрет, это древний художественный стиль с греческими архетипами. Народ, неужели вы все это воспринимаете всерьез? Что с вами не так, люди?
Паспорт, выданный на амфоре. Очень смешно слышать такое утверждение, как аргумент. Чернофигурный паспорт Елены — это теперь часть твоего культурного языка. А сам твой видеоролик можно назвать оправдательный паспорт Нолана. Это то, что ты создал. Ты хвалишь фильм за антивоенный посыл, но смысл не спасает форму. Автор говорит, фильм задуман как антивоенный, поэтому он хороший. Это подмена. Он хвалит намерение, а не результат. Но замысел не равен исполнению. Одного замысла недостаточно. Мир во всем мире. The Beatles навсегда. Мы все-таки имеем дело с материалом, где есть циклопы, чудовища и боги, которые буквально вмешиваются в жизнь людей. Насколько в этом смысле исторически достоверен сам Гомер? Поэтому экранизации Гомера обычно идут по одному из двух путей. Либо они стараются быть ближе к мифу и духу поэмы, но тогда неизбежно страдает историческая точность. Либо наоборот, делают ставку на реализм, но тогда приходится убирать богов, чудовищ и значительную часть мифологии. Да что ты говоришь, душевный ты наш аналитик. У него и сам Гомер уже виноват. Он утверждает, если у Гомера есть циклопы, историческая достоверность не важна. Такой антинаучной апологии я никогда не слышал. Гомер рассказывал о людях той эпохи, их культуре и быте. И в этом плане он исторически достоверен. А боги и циклопы — это поэтический вымысел, жанровый элемент, не отменяющий исторический фонд и поэтического мастерства Гомера. А по его логике, если у Шекспира есть призраки, то Гамлет должен летать на драконе. Но если у Нолана Одиссей плывет на корабле викингов, это уже не миф, это небрежность. Честно говоря, мне все равно, какой там корабль, дракар, греческий он или скандинавский. При просмотре в кинотеатре меня интересовала только драматическая глубина и сила масштаба, и я ее не увидел. Мне было скучно, я вам честно скажу, на протяжении всего просмотра хотел просто уйти. Кто тебе сказал, недорогой ты наш, что экранизация обязана выбирать между мифом и историчностью? В какой книге по драматургии ты это прочел? Автор просто сочиняет и признается своей некомпетентности. Вы представляете, чему может научить этот теоретик-дилетант? А потом мы удивляемся такому количеству скама, мошенничества и шарлатанства. Не приведи Господь оказаться такому учителю в какой-нибудь школе. Почти во всех экранизациях были свои, иногда очень серьезные исторические искажения. Во всех фильмах исторические искажения? Да ты что? Ты хотя бы один пример приведи, чтобы мы понимали твой уровень эрудиции. Что? Нет? Не знаешь? О. Просто ролик был бы слишком большой. Ну да, это все меняет. Можно вообще забыть про аргументацию. Да, давай мы только твои фантазии будем слушать, конечно. Если взять сравнительно свежую Трою, с которой особенно любят сравнивать Одиссею Нолана, то историки, филологи и критики не раз отмечали, что у фильма крайне слабая и историческая, и литературная достоверность. Он сильно искажает и контекст эпохи, и многие ключевые вещи из гомеровской Илиады. И там, кстати, сюрприз, тоже не было этнических греков. Сравнительно свежая Троя. Что это за клоунада? Кино снимать — это тебе не относительно свежие баклажаны на рынке выбирать. Ощущается свежесть и тайный смысл. Наш псевдоэксперт по драматургии упоминает историков и критиков, которые указывали на слабое несоответствие Трои. Но раз ты упоминаешь и призываешь таких авторитетов, упомяни хотя бы одного эксперта. Ну давай разберем масштаб и влияние несоответствий. Что, опять у тебя только сотрясание воздуха? В Трое Петерсона кастинг не разрушал дух произведения. Все актеры были ассоциативно похожи на своих героев. А у Нолана нет. По логике нашего автора, если его кумир упадет в грязь, то он поспешит упасть в нее за компанию, считая, что это и есть искусство. Ну что ж, поклоняйся своим кумирам, кто ж тебе запрещает. Чем более буквально ты пытаешься перенести текст на экран, тем выше риск получить неудачную сухую экранизацию. Как же я устал от такой гигантской бытовой глупости. Относительно свежая Троя. Ага. Твой сухой кашель не лечится, и ты пережарил мясо, оно сухое.
А твой перелом относительно свежий, и в морге относительно Ясно. свежие трупы. Экранизация может быть близка к тексту и при этом быть живой и глубокой. И наоборот. Вольная интерпретация — это не аксиома или догма. Она тоже может быть пустой. Все зависит от таланта и внимания к деталям. Хорошая экранизация – это та, которая умеет прочитать между строк то, что хотел донести автор, и выбирает наиболее удачный киноприем, чтобы эту идею передать. Опять бытовая обывательская софистика. Искусство не делится на хорошее и плохое. Оно работает на уровнях ощущений, смысла, форм. Ну, вы поняли его логику. Это как хороший повар, читающий рецепт между строк. Или таксист, читающий маршрут между строк. Или инженер, читающий чертеж между строк. Какой еще удачный или неудачный киноприем? Киноприем не может быть удачным или неудачным. Киноприем или соответствует задаче, или не соответствует. Этот ключ неудачный. Нет, он просто от другого замка. Этот нож неудачный. Нет, этот нож просто тупой. Этот нож неудачный. Хорошая или плохая экранизация вовсе не всегда означает хороший или плохой фильм. Приведу несколько примеров. «Бойцовский клуб» Чака Паланика и «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Пример очень удачной экранизации, хотя многие детали там изменены, а главное, изменена сама концовка по сравнению с книгой. При этом Чак Паланик в восторге от фильма и полностью его одобрил, потому что Финчер понял, что Чак Паланик хотел сказать, и выбрал удачный киноязык, чтобы рассказать эту историю. Еще более скандальная история с «Солярисом» Андрея Тарковского. Это хорошее кино, но очень вольная экранизация. Польский писатель Станислав Лем спорил с Тарковским, возмущался. Что значит удачный или неудачный кинофильм? По-твоему, что, это везение какое-то? А режиссерам просто повезло. Какие они все везучие. По-твоему, Финчер просто подбросил монетку и вуаля, фильм удачный? Киноискусство — это работа, талант, внимание к деталям. Автор сравнивает «Бойцовский клуб» и «Солярис». Но это риторический пустой финт ушами для неосведомленных. Ах да, для тех, у кого правильные образы, не мешающие правильно понять Одиссею. Да, конечно. Да, Финчер изменил концовку «Бойцовского клуба», но сохранил дух произведения. Финчер — это циничный гуманист, который видит темную человеческую сторону. Это режиссер-перфекционист, который маниакально следит за каждой деталью. Кто-нибудь из вас едет в Сан-Франциско? У меня $18 и 78 центов, чтобы добраться до Сан-Франциско. Да, Тарковский изменил «Солярис» до неузнаваемости, но создал глубокое цельное высказывание о человеке. Да, Лем был в ярости, но фильм живет. Тарковский — это метафизический реалист, который создал философское кинопространство. Поэтому, когда я делаю картины фантастические, я, в общем, никогда не считал их фантастическими. Скажем, я считаю неудачной картину «Солярис», потому что мне не удалось уйти от жанра, от каких-то фантастических деталей в этом фильме. Тогда как в фильме «Сталкер», сделанному по роману научно-фантастическому, мне кажется, мне удалось преодолеть этот жанр и уничтожить признак научной фантастики совершенно в картине. Я очень доволен этим обстоятельством. А твой Нолан не сохранил ни форму, ни душу, только антивоенный паспорт вместо содержания. Я не киноэксперт, но я уже переживаю педагогическую усталость на этом занудном лектории. Часть этих идей он действительно передал хорошо. Прежде всего, тему возвращения, которая у Гомера занимает центральное место. Да. Знаешь, зрители, сегодня таксист хорошо довез меня до дома. И точно передал тему возвращения. Мы не попали в аварию, не заблудились, и он не высадил меня в лесу. Великий режиссер — этот таксист, ему обязательно нужно вручить Оскар. Вернуться домой — это еще не подвиг. Я такой подвиг каждый день совершаю. А вот наполнить картину содержанием, диалогами, образами, борьбой, потерями, моральными дилеммами, страданиями и подвигами — вот это содержание, это искусство.
И этого в фильме Нолана очень мало, потому что он сосредоточился на деконструкции и на 200-килограммовой пленочной камере. Это прежде всего антивоенный посыл и фактически идея посттравматического расстройства человека, который участвовал в войне, чего в оригинальной «Одиссее» если и было, то не в такой степени и уж точно не как главный смысл. Мой дорогой зритель, вы только что стали свидетелем его лжи. Гомер прямо критикует войну и насилие. Он восхваляет мирную жизнь. А война показана у Гомера как источник страданий. Ахиллес у Гомера в «Аиде» сомневается в смысле своих подвигов и тоскует по мирной жизни, которой у него не было. А Нолан вырезал Ахиллеса, хотя он ключевой двигатель антивоенного высказывания. И вы еще будете говорить, что режиссер понял Гомера? Антивоенная позиция у Гомера выражена очень ярко, и утверждать обратное значит не знать книжной Одиссеи. Одиссей плачет и тоскует по дому, по жене и сыну. Он отказывается от бессмертия ради Пенелопы. Все это часть человеческого пути и раскаяния. Как я устал от этой кинотелеграфии для домохозяек. Это просто антинаучная ересь. Я люблю тебя. Ты моя жизнь. Я никогда тебя не покину. «Одиссея» Гомера – это произведение архаической Греции 8-7 века до нашей эры. И общество, в котором возникла эта поэма, по своему менталитету, морали и представлениям о норме сильно отличается от нашего. Вот ты, капитан Очевидность. Да это же открытие на сегодня. Да ты просто экзистенциальный герменевтик на минималках. Садись за парту, так уж и быть, трояк с минусом. Например, то, что Одиссей фактически был рабовладельцем. Так, пожалуй, я поспешил с трояком. Давай лучше я тебе поставлю зачет автоматом, лишь бы ты не читал Гомера вообще. Человечество не перенесет такого бытового экзистенциалиста. Ты не сможешь понять Гомера, ты будешь проецировать свои современные штампы. Называть Одиссея рабовладельцем все равно, что назвать Пушкина помещиком. У всех царей той эпохи были рабы, но поэма Гомера не о рабах, а о долге, верности и возвращении. Ты создаешь ложную параллель Одиссея рабовладельца с фильмом Тарантино «Джанго освобожденный». Это подмена смыслов и манипуляции. Упоминание рабов у Гомера — это историческая деталь, а не тема поэмы. А по твоей логике, Гарри Поттер — это история о проблемах с почтовыми совами. Да, так получается? А «Властелин колец» — это туристический очерк о Новой Зеландии. Абсурдно? Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос. Мне ответ очевиден. Господин, это ты? Мой хлеб. Господин, ты жив? Да. Да. Я жив. Потому что идеальной экранизации «Одиссея», наверное, в принципе быть не может. Слишком велика дистанция между тем миром и нашим. Слишком разная этика и разные представления о человеке, насилии, власти и войне. Ага, да, слишком большая дистанция между тобой и Гомером. Просто бесконечная. По твоим словам, очевиден вывод. Ты понятия не имеешь, что такое адаптация. Универсальные человеческие состояния, как трагедия, тоска, верность, любовь, это константы, а не переменные. Во всей эпохе люди переживают все те же чувства и эмоции. Так что, двоечник, лично для тебя объясняю. Адаптация — это не разрушить все, потому что дистанция. Адаптация значит найти форму, чтобы донести вечные смыслы. Я оставляю на свободе только западный ветер. Через 9 дней он принесет тебя и твой корабль к берегам Итаки. А теперь держи. Почему ты помогаешь мне? Потому что ты первый из смертных, кто воспользовался своим умом и который понимает, что всегда есть чему учиться.
Какие выводы можно сделать из всего этого применительно к «Одиссее» Кристофера Нолана? Первое. Каст и якобы неправильный подбор актеров вряд ли могут быть главной причиной неприязни к фильму. Он утверждает, что не каст является причиной неприятия к фильму. Хорошо, давайте закрывать глаза при любом появлении Афины, Елены и тому подобное. Кастинг — это визуальный язык, который создает или разрушает мир кино, который выстраивает или мешает погружению и убедительности. Из-за такого кастинга лично мне уже не важно, какое там антивоенное послание. Мир во всем мире. Историческая достоверность тоже плохо подходит на роль главного объяснения, потому что и другие фильмы по Гомеру и Древней Греции далеки от идеального соответствия. Так, значит, историческая достоверность не подходит на роль главного объяснения. Хорошо. Давайте экранизируем пьесы Шекспира с роботами вместо людей. Ну, а что? Важна же суть, а не форма. Быть или не быть — это баг, а не фича. Если другие фильмы ошибались в исторической достоверности, это не делает ошибки Нолана правильными. А наш киноавторитет предлагает канонизировать право на историческое несоответствие Нолана в его фильмах. Даже звучит абсурдно, это не аргумент, это детская отмазка. Давайте зафиксируем этот прекрасный тезис. Нолану можно, потому что он Нолан. Хорошая или плохая экранизация вовсе не равна хорошему или плохому фильму. Поэтому говорить, что фильм Нолана плохой просто потому, что это плохая экранизация, тоже неверно. Киноискусство — это не товар с биркой «хорошо» или «плохо». Это аудиовизуальный творческий киноязык, в котором форма и смысл порождают широкий спектр переживаний. Так за что же все-таки многие не взлюбили «Одиссею» Нолана? Я думаю, что дело не в касте, не в неудачной экранизации и не в неправильных исторических деталях. Причина глубже. У зрителя еще до просмотра уже была в голове своя собственная правильная «Одиссея». И эта «Одиссея» далеко не всегда была прочитана у самого Гомера. Часто это образ, показанный до Нолана в других фильмах. И вот именно с этим внутренним образом фильм Нолана вошел в прямой конфликт. Люди ждали приключения, эпос, героику, а получили во многом привычную для Нолана тяжелую, холодную психологическую драму. И тут мы сталкиваемся с противоречием в его выводах. Сначала он признает, что кастинг вызвал недовольство. Потом он говорит, кастинг и якобы неправильный подбор актеров вряд ли могут быть главной причиной неприязни. Затем он утверждает, что у зрителей был внутренний образ, который и стал причиной неприятия. Так, стоп. Он на полном серьезе говорит, кастинг не главное, но главная деталь неправильного образа в нашем воображении. Я перефразирую его тейк. Визуал у Нолана не важен, важна древнегреческая амфора с изображением Елены. Да? Правильно? Да, это монументальный софистский перл. Кастинг не главное, просто все зрители, у которых есть воображение, неправы. Гениально. Если вам не понравился фильм, то это вина ваших сформировавшихся образов от прочтения поэмы Гомера и других экранизаций. Он намекает, что такой вкус нечистый, что такой зритель предвзят. По мнению автора, единственный чистый зритель — это необразованный реднек, который не читал Гомера и ничего не смотрел. Это классическая псевдоинтеллектуальная манипуляция, которая позволяет обесценить любое мнение, называя несогласного необъективным. Ты, товарищ, не объективный, ты просто Гомера прочел, и поэтому ты Нолан не понимаешь. Резюмируя этот якобы анализ с заголовком «За что на самом деле не любит Одиссею Нолана», мы узнали только то, что если кому-то не понравился фильм, то это из-за каких-то пресловутых неправильных образов зрителя в подсознании. Другими словами, если вам не понравилось кино, то вы неправильный зритель. Это абсурдная и пустая формула. Это интеллектуальная лень. Если фанат пишет простые общие фразы, обесценивая всех, кто думает иначе, если он не в состоянии дать простой ответ на свой вопрос, который он сам себе задает, то вывод напрашивается один. Это пафосная болтовня. Это ширма за пустотой. Это современный диагноз общества «казаться, а не быть». Это целое явление современной культуры. Современные произведения чаще всего это цветная, яркая этикетка, за которой ничего нет. Форма без содержания, бренд без смысла, пластик без души.
Перед премьерой в своих предположениях я так и сказал. Возможно, Нолан не пытается создать архаичного царя-мага. Возможно, он намеренно уводит Одиссея от гомеровского в сторону современного человека, заброшенного в древний мир. Да, возможно, увидим. И я оказался прав. Что это такое? Это, по-вашему, загробный мир? По мне, так это уставший шахтер в угольной пыли, выглядывающий из-под грязного одеяла. А это? Что это за киборги? И как может летящий человек в резиновых доспехах сломать дерево в щепки? Все это рушит мир фильма, все это мешает и диссонирует. Я бы прошелся по фильму еще внимательнее, но не хочу его пересматривать, друзья. Я просто не хочу смотреть это кино. Кристофер Нолан создал такую форму, что теперь Одиссей — рабовладелец с ПТСР или патриархальный главарь банды. Ну, вы уж сами выберете, что вам нравится. Режиссер не убрал богов, он их сократил и сделал скучными. И все это ради антивоенной мысли. Неужели нельзя было оставить антивоенное высказывание без такого искажения и упрощения? Можно, но не у Нолана. А Гомер — это величие, проверенное тысячелетиями, которое не нуждается в оправдании и деконструкции. А все, что нуждается в оправдании, это уже не величие. Да смотри и подпишись на Германа, моего братана. Короткое объявление. Друзья, спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы уже в моем топе. Если вам заходит стиль, если вы кайфуете и вам интересно, поддержите меня на Бусти. Для покупки генераций по $2 за рендер каждый рубль и цент пойдет в дело. Let's rock this.